Ну чё, вчерашние тесты показали, что рейка тоже была сломана, стала рулиться лучше, но есть вопросы к гуру, он постоянно жужжит и, видимо, не дает своего давления. Купили два гура, два турбогура, сейчас будем вот этот ставить, получше выглядит. Саня тут мне помогает, снимает гур, сейчас будем ставить. Вроде все, больше никаких причин не должно быть. Ну еще на развал-схождение обязательно съездить, и можно выкатываться на Зминку. Ну все, поставили гур, все собрали, все работает, гур не шумит. Сейчас покажу, какая рулежка получилась. Вот, колеса стоят, чтобы понимание было. Вот. Вот. Просто. Вот. Вот это я понимаю рулежка. Приехал с тренировок. Сейчас катались. Как можно видеть, труба у меня теперь на бок, но это не моя задумка, это Серега развернулся, я улетел и, короче, погнул трассу, вон там на соединении, надо будет что-то 90 градусов варить, но это уже потом. В принципе, машина рулится, осталось чуть развал схождения подправить, углы везет, все работает, все нравится. Из минусов сегодня еще порог немножко повредили вот здесь. Сейвились, так сказать, от битья. На этих выходных будут соревнования и, возможно, на них поеду. Пока не знаю, посмотрим как по бюджету. Если будет резина в продаже, то поеду. Сегодня занимался трассой, на тренировке на прошлой ее подсогнула. Вон она лежит согнутая в 3 погибели. Решил, не буду ничего переваривать. На зиму сделал вот так, типа выхлоп вниз. Посмотрим, как она будет рычать. Если сильно будет рычать, поставлю обратно бочку. Но это уже позже, сейчас на улице просто похолодало. Надо все делать в боксе. Есть вопросы по сцеплению, там что-то жужжит, стучит, сейчас будем смотреть. А кататься теперь будем вот на такой трубе. Еще в планах поменять GZX кузов на другой, но об этом чуть позже. Всем привет! У меня есть очень крутая новость. Позади меня стоит бокс, который я арендовал, там 4 машины места, сейчас покажу. Здесь сейчас заливают бетоном, здесь будет такая площадочка, у нас будет свой въезд, ворота поменяют. Сейчас покажу, как там выглядит все. Выглядит все это дело вот так. У нас здесь будет стоять 2 подъемника, здесь будут верстаки. Дальше у нас еще есть 2 свободных машиноместа. Скорее всего, здесь тоже появится подъемник. Здесь будет, скорее всего, зона ремонта, тоже верстаки. Потолки у нас высокие, есть отопление 2 пушки. Будут сейчас проводить свет. В общем, сбылась моя мечта. Наконец-таки я снял свой бокс и буду заниматься ремонтом автомобилей. Пошел снег, но это не повод огорчаться. Потому что теперь это новая машина. Я купил себе Silvio S13, такую бывшую РДСную. Она немножко застоялась. Лет 10, наверное, стояла. В общем, здесь имеется у нас каркас, спорт-паспорт, все дела, гидроручник какой-то. Сюда перекочует GZ с чайзера, какие-то еще элементы. Сделаем из нее очень стильную 13-очку и будем насыпать на Зминки. Предстоит очень много работы, очень много. Но я думаю, мы справимся. Конечно, хотелось бы 180 SX, но про него позже. Мы тут на клондайке японских автомобилей. Ваньку спасибо за то, что нашел мне такой вариант. Ну вот он еще говорит, вот этот надо брать, промод. Тут вообще просто пространственная рама, сверху натянут кузов. Заднюю ходовку зацени. Да, когда-то в Японии эта тачка насыпала очень сильно. Зацени. Нифига там мосты. Да, вот. Там очень сильные мосты. Видишь, она ништяк, там крылья целые. Капот он валяется от нее, видел? А вон. Короче, вот Он был целый же. стопы, поворотнички, фары. Эти фары не потянули, 30-ку стоят. Темные стопы D-Max тоже не потянули. Ну, они, в принципе, нафиг не нужны. Тут вот есть еще такие штучки, но мы их не стали брать. Считайте там, что получается. 160. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Да. Вот она пошла, тренажечка. Собрались на тренировку ехать. Купил резину, все поставил. На крайней тренировке что-то зашумела коробка. Думаю, блин, ну может диск там развалился или еще что. Чуть-чуть слил масло. И вот, пожалуйста, что мы здесь наблюдаем. Во-первых, масло цветом графит. Но это еще не самое страшное. Вот там есть кусочки металла. Будем выливать, смотреть на это все дело. Ну вон они, смотри, в стаканчике. Видишь? Приблизь. Это, короче, что-то шестеренка какая-то развалилась, походу. Самое обидное, то что коробку я только недавно ребилдил и заливал туда новое масло. Дорогобаксово. Короче, как-то так. Так как у меня сломалась коробка, сегодня мы присели к Ваньку.
Ванек сейчас тут даст рэпа. Он, кстати, коробку поменял. Раньше у него хрустело, сейчас нормально. Сейчас тоже хрустеть. Да. Ковры в шашечку у него тут все как в чайзере. Кстати, в чайзере такие же стоят. А куда ты нахуй? Что-то резко поставился, по-моему. Подразогреем, Аляська. Да, сейчас. Морда, видишь, андерстерит, не идет. ТСР Power? На морде вообще нихуя Ну нет. держака нету, потому что. Она в курсе, вот поднаделась, получше стало. О, Ванек, куда ты собрался, нахуй? Ты чё, въебатый? В смысле, да оно не держит ничего, ты чё? Это говно, на таком ездить нельзя. Какой манометр? На 10 секунд, смотри, зажимаешь, Ри. Раз, два, три. Ага. Ванек, короче, решил вот на такой резине поандерстирить. Чуть-чуть чахнет он, да? Да, надо больше. Я ты его не жалеешь. По сцепи ему на. Наконец-таки уже послезавтра мы заезжаем в новый бокс. Уже здесь немножко все сделали. Сейчас будут докрашивать вот эти места не прокрашенные. Поставили стеллажи. Некоторые зип перевезли. Еще стеллажи собираем. У нас тут еще есть. В общем, готовимся полным ходом, потихонечку обустраиваемся. 1 числа уже будем хозяевами, будем с ключами и будем заезжать готовить тачки. Первая машина, сейчас покажу, какая будет. А вот и первая машина. У Чайзера что-то случилось с коробкой и что-то очень плохое случилось. Надо будет снимать, смотреть. В общем, он уже здесь, стоит на очереди. Короче, на сегодня закончили, поставили стеллажи, вот так они будут стоять. Здесь будет сварочный стол стоять, здесь, скорее всего, верстак под моторку, он уже скоро придет. Мы заказали 2 стола. Один будет там стоять, скорее всего, второй здесь. Потом еще стол надо будет под моторку поставить. Надо наладить дело с подъемниками, потому что они не прикручены. Короче, люфтят очень страшно. Основное сегодня сделали. 1 числа уже заезжаем и начинаем ремонт автомобилей. Об этом я расскажу позже. В общем, у нас здесь прошли полевые испытания. Пол пачкается, его постоянно нужно мыть. Но мы с этим справимся, ничего страшного. Сегодня мы с Саньком снимаем с этой тачки мотор. Тут, конечно, вообще жесть полная. Короче, мы сейчас будем с нее снимать мотор. Сейчас все уже отцепили, поснимали. Осталось только вытащить. Я думаю, это та еще история, поэтому сразу включил камеру. Подкачу гуся, поставлю камеру и подсниму вам таймлапс. Про Кресту расскажу чуть позже. Вкратце собрали мотор, выехали на настройку, проехали настройку и все, мотор застучал. По сборке двигателя есть сомнения, как он собирался, поэтому будем полностью все вскрывать, смотреть, промерять и собирать заново. Короче, что, мотор мы достали. В принципе, ничего сложного в этом нету. С подъемником еще удобнее, домкрат подкатил, хоп-хоп, все. Завтра снимем коробку, снимем обвязку и, возможно, начнем им сразу заниматься. Пока что запчастей от него всех нет, но тут еще есть ночные работы, которыми нужно заняться для того, чтобы его собрать. Будем снимать, разбирать, показывать, смеяться вместе. Я тут нашел очень много прикольных моментов, таких как вот, например, болт коробки, он вообще не прикручен. И, видимо, он по резьбе не идет или что, не знаю. В общем, коробка была прикручена на 2 болтах сбоку и на стартере. Вот такие вот приключения здесь есть. В общем, будем смотреть, разбираться вместе. А сейчас мы с Саней собираемся, едем за другой машиной, за клиентской. Она будет готовиться под РДС. Что это за машина, я расскажу позже. Но подготовлю я ее именно в этом боксе. Даю подсказку, вот эта ходовка Савопорокс вся на эту машину. Сошки, балка переваренная и рычаги. Я думаю, многие знают вас, что за платформа. Но не будем раскрывать все карты. Все, до завтра. Тем временем новости по Сильвии. Купил пороги, бампера Vertex. Спасибо пацанам.
подмонтировали. Чуть-чуть надо его подклеить, но это уже ничего страшного. В принципе, найти сейчас обвес очень сложно, как оказалось, но я нашел. Еще мне пришли с Хабаровска кулаки. Скорее всего, я буду ставить другие. Это просто для того, чтобы у меня были суппорта и тормоза. По хорошей цене забрал пацанам с Хабаровска, спасибо. Также Ванек мне здесь подогнал балку. Привода я еще одни купил 5.1, тоже с Хабаровска. Также с Хабаровска мне пришли стойки D-Max. Это на заднюю часть автомобиля, так как у Сильвии 13 отличается задняя часть от 14 и 15. А вот перед я до сих пор ищу. Еще заказал арку. На передней чашке буду варивать с Газели арочку, чтобы можно было поворачивать руль и ничего не лочилось. Потому что штатная арка здесь слишком близко расположена, вот эту часть все вырезают. По сливе полностью закупаюсь, потом буду уже все это дело собирать воедино, пока занимаюсь боксом и проектами в боксе. О них сейчас расскажу, перемещаемся в бокс. А вот и продолжение истории из бокса. 110-ик заехал к нам на подготовку к РДСу. Что, собственно, будет сделано? Сейчас мы будем демонтировать полностью весь салон. Закажем стекольщика, он нам вырежет стекла. Оставим машину тупо на колесах и на подвеске. Все элементы кузовные поснимаем. Тачка уедет на каркас. После каркаса она приедет к нам. Будем собирать обвязку, туннель, ручник. Все эти дела все собирать. Вырезать максимально двери, все облегчать. Ставить что-то пластиковое, какие-то элементы. В общем, готовить машину полностью под РДС. В тачке есть люк. И люк мы будем вырезать и ставить пластиковую крышу. Благо здесь она отсверливается. В общем, такая вот история у 110 марка. По мотору и коробке пока непонятно. Возможно, мы останемся на первом GZ на сингл турбе. А возможно, соберем силовой 2 GZ. Пока не знаю. Будет видно чуть позже. Ну что, здесь GZ в работе, все кипит. В общем, сейчас отнес голову на мойку, сейчас ее моют. GZ тоже сейчас будем мыть. Обзавелся вот таким набором для чистки оружия. Собственно говоря, в наборе есть ёршики разные. Вот есть пластиковый, есть металлический. Пройдемся сначала металлическим, потом пластиковым. Полировать не будем каналы, так как нам это не нужно. Очень удобная штука, стоит 500 рублей. Нужна она для того, чтобы прочистить вот эти маслоканалы. В принципе, я всегда их прочищал просто напором, но решил вот попробовать такую технологию. Показалось мне она здесь уместным. Дальше пробежимся по боксу. Здесь мотор со 110-ка. Здесь весь салон, он весь в продаже. Но, скорее всего, на момент выхода видео оно уже все будет продано. 110-ик разбирают полным ходом. Здесь практически уже ничего не осталось. Это все готовится под каркас. Сейчас у нас температура в помещении 12 градусов, при этом на улице минус 10. Это мы не на максимально топим котел, 12 киловатт. Под капотом здесь тоже все потихонечку вытаскивается, для того, чтобы сварить каркас с выходом на чашки. Морду мы решили пока оставить стоковую, единственное, что мы поставим башбар. В этой зоне сейчас у нас нет машин, потому что мы занимаемся двумя клиентскими тачками, это 110-ик и, собственно, Креста. Тут у нас 3 коробки, одна с Чайзера, одна с Креста, одна со 110 марка. Нужно еще немножко доделать подъемник, а именно сделать троса, чтобы они синхронизированно поднимались. Здесь идет процесс отмытия головы. Сейчас снимем старый герметик. В целом голова вроде живая. Собираю клиентский мотор. Голову вот отмыли как смогли. Естественно, все, чтобы нормально отмыть, надо на аквабласт вести. Сейчас буду менять пару шатунов. Есть вот один шатун подвопросный. Ну и один, который, собственно, провернула. Блок уже подготовлен, покрашен. Осталось кинуть поршня, колено и можно собирать. Процесс по 110-ику движется. Сегодня вырезали стекла. Вот сейчас заднее стекло забрали. Будем думать, как сделать нам фаервол. Будем переносить бак на заднюю ось и радиатор, скорее всего, в багажник. Ну и надо еще крышу отпилить. Заехал у нас сток 110-ик Блит 4ВД. Меняем ему ГРМ, клапанные крышки. Тут вообще ужас. Я не знаю, на камере, наверное, не передаст. Посмотрите состояние колодцев. Вот так вот доводить машину нельзя. Чуть ГРМ сполоснули. С этой части еще не работали. Завтра купим все запчасти и соберем эту машину. Еще клиенту меняют задние колодки. В общем, сток тачки мы тоже берем, но такие около маркообразные. Уже работаем неделю в сервисе. GZ практически собран, осталось только дождаться болтов на шатуны. Мы все это соберем, все промерено, все собрано. Со 110-ка мотор стоит, ждет тоже запчастей. Здесь у меня такой творческий беспорядок, вот поддон уже подготовил. 110-ку сейчас будем выпиливать крышу. Заехал к нам 90-ик на переварку трубы. Проблема была в том, что труба стояла не так, как клиент хотел. Сейчас будем делать, уже все вымерили, прихватываемся. Вот такая тема здесь происходит каждый день. Очень опасно, можно поехать в травмпункт. Коробку разобрал свою, тут такой вот момент с подшипником. Вон там его развалило. Здесь вот кусочки какие-то очень страшные. Я надеюсь, это не передача, хотя очень похоже. Сейчас сниму этот корпус, там все самое страшное. Только в середине процесса понял, что камеру не включил. Короче, мы уже почти на месте. Окунаем мотор. Его полностью весь собрал. Все открасил, все сделал. По работе потом расскажу, что сделали. Сейчас будем окунать.
Ну все, приготовили мотор практически к запуску. Почти все готово, все на своих местах, все прикрутили. Сейчас зальем все жидкости и будем запускать. Осталось распорку прикрутить. Здесь, конечно, все в масле, ничего не отмывалось, потому что все со старого мотора текло. Но весь мотор сухой. Короче, все нормально, все работает, все отлично. Первый запуск сами все видели. Сейчас немножко посмотрим, прогреется машина, где обоссытся, подтянем. Но я думаю, что ничего не обоссытся. В общем, мы с Саньком готовим тачку под РДС. Сейчас уже отпилили полностью люк. Ну-ка, Санек, покажи. Вот, вот он. Сейчас, короче, мы будем это все дело снимать. Ну и сейчас закажем пластиковую крышу. Все это дело сюда присандалим. И будет у нас пластиковая крыша. Но перед этим варится каркас. Короче, я снял крышку, тут вот тут вот мне заподозрил чуть-чуть неладно, но тут все в масле и вон там. Но самая моя любимая рубрика это болты. Вот видишь, натяжитель, смотри, здесь такой, смотри, а здесь вот такой. Мотор мы от коробки отсоединили, я его уже на кантователь завешал. Разглядываю тут его, так сказать, сбоку. Ну, в общем, смотри, крепление ГУРа, раз, нету. 2, которого здесь сюда, тоже нету. Вот так там все, смотри, на герметике. Вот здесь, смотри, болта нету, видишь? Так все вот так вот собрано. Здесь все в масле, третий раннер. Естественно, турбина из этого в масле. Вот смотри, идем 6, 5, 4 в масле, 3 нормально. Это нормально, вот первый, смотри, еще в масле. Собственно, вот тут вот ржавчина у нас имеется на пластине. Может быть, с нее мусор тоже отваливался. Не исключено. Собственно, как я и предполагал, третий поршень. Можно видеть верхнее кольцо и нижнее кольцо, замки напротив друг друга. Не выставлены, а стоят рядом. То есть кольцо должно быть повернуто вот так, на 180, чтобы с этой стороны был замок. Снимай. Вот смотри, кольца как стоят. Сразу вот достал, прям сразу сходу. Нижнее и верхнее кольцо стоят в один ряд. Это полная хуйня, так нельзя собирать моторы. Дроссель был прикручен всего на 3 болтах. Вот так это все внутри выглядит, смотри. То есть дроссель грязный, не мыт. Это сейчас все дело вот отмываем, видишь. Моем по форсункам, короче, по рейке. Вот посмотри, как было. Вот так вот намазан герметоз по всех ранерах. Смотри, здесь тоже, видишь? И болты были только 2 верхних и боковой. И так его помоем вот с ним. Смотри, с первого вот такую вот пыль снял. Здесь что-то ржавчина какая-то. Второй пошел, тоже ржавчина. Я думаю, что тут все ржавое сейчас будет. Где эта голова вообще лежала? Ну и, собственно, когда я спрашивал Сережа, а вы блок мыли? Он, вот, потому что шарики не доставались. Серега говорит, и мы блок точнули, поверхность, и все. Так его помыли отсюда, и все. Ну вот теперь смотри, вот здесь в голове стоит вот такой датчик распредвала, он магнитный. Смотри, вот это это металлическая стружка. Именно оттуда, вот именно вот оттуда вымытая. Сняли теплообменник, он стоит вот здесь вот так, ну. И вот, пожалуйста, что бывает, когда говорят, я тебе сейчас резинку подберу из набора универсального. Вот такая вот хуйня, смотри. Ну и вот этот герметик, это как бы, здесь он вообще его не должен, в принципе, быть. Вот, пожалуйста, вот так вот. Потом пацаны ездят, говорят, для себя рейсинг собираем. В общем, пружинкам тоже, да. Они тоже есть ржавые все в налете. Любую, вот, смотри. Видишь? На впуске стоят вот такие вот ржавые, причем они все ржавые на впуске. Если посмотреть, вот, к примеру, вот, смотри. На выпуске стоят вот такие, они новые, ну по ним видно, ну вот тут чуть-чуть есть как бы ржавчинка, но видно, что они как бы прям вообще новые. Вот, но фирмы никакой нет, ни ног, ни хуёк, непонятно ничего. Смотри, проливаем. Пролил. Хорошо помыли? Точно хорошо блок помыли? Тут есть вопросы. В общем, вот это шатун,
Это у нас, держи, это у нас 4-й шатун, который застучал, ну, то есть видно его провернут. Смотри, что я заметил. Обрати внимание, видишь забой вот здесь, в этом месте забой, его видно вот отсюда хорошо. Но есть у нас еще один такой же, он целый, с ним все хорошо, это у нас 6-й. 5-й поршень. Смотрю, что-то маслосъемное подзакусило. Вот что-то оно прям не двигается. Смотрю, маслосъемное что-то тоже ни хрена. Сейчас тебе покажу момент. Смотри, короче, вот в этом месте вот эта трещина. Трещина кольца, и он здесь зажат. То есть здесь как риска. Я сейчас подниму. Видно, как кольцо на иглу взялось. То есть оно сейчас все просто сломается. Ну, оно там треснуто. Вот оно. Вот. Ставлю валы, это впускной, это выпускной. У меня есть проблема. Впускной вал весь целый, а на впускном валу, смотри, вот такой косячок, но это хуй с ним. Смотри, вот такой косячок, и он прям ощутимый, и тут сальник работает.